В этом видео я расскажу, что такое нормальная современная индукционная варочная поверхность. При этом бюджетная, недорогая, это важно. Как она работает, какая должна быть функциональность у нее, почему, собственно, лучше взять индукцию, чем обычную варку с нагревателями типа Highlight, например. Привет, я Даниил Головин, это Тосты, у нас много интересного домашней техники, подписывайтесь, и поехали. Вернее, уже почти приехали, вода-то уже закипела, пока я с вами здоровался. Вообще это заняло у нас примерно 10 минут, и это в 1,5 раза примерно быстрее, чем при обычном нагреве, не индукционном. Да, у индукции очень высокие КПД по теплу, минимум теплопотерь, и поэтому приготовление всего на свете будет быстрее. Это зачастую важно, приятно, и к этому, к хорошему, быстро привыкаешь. Ну и давайте все же основные вводные по варочной панели, о которой мы говорим. Это стеклокерамическая индукционная варочная панель Yoshiro стандартных габаритов шириной 60 см с 4 зонами нагрева. Вообще бренд Yoshiro, сейчас будет красиво, послушайте, основывался на вдохновении японскими инновациями, долговечности и внимании к деталям. Ребята сами о себе так говорят. Это такая их собственная интерпретация стандартов качества. Но окей, здорово. Я же, опираясь на опыт, скажу так. Да, у нас уже есть несколько видео об этой технике, и впечатления реально очень приятные. Посудомойка Yoshiro даже получила премию «Золотой тостер», как такая народная лучшая техника 25-26 годов. Ссылку на видео с золотыми тостерами за лучшую бытовую технику оставим в описании. Посмотрите, там интересно. И возвращаясь к нашей варочной поверхности, вот вам на экране ее стоимость на момент съемки. Напомню, это современная индукционная варочная поверхность. Все вокруг говорят о повышении цен, а тут вон как. По мне, так это очень доступно. А вы что думаете? Напишите в комментариях. Несколько слов про сам индукционный нагрев. Что это, принцип работы и чем он лучше других нагревов? Здесь работают индуцированные, то есть направленные, наведенные вихревые токи. Под стеклокерамической поверхностью, мы о ней еще поговорим, любой индукционной панели находятся катушки индуктивности. По ним проходит ток и образуется электромагнитное поле. Оно-то и создает вихревые токи в дне посуды, стоящие сверху, здесь на стеклокерамике. Важный момент. Посуда не всякая подходит. Да, дно должно быть с ферромагнитными свойствами. То есть магнит ко дну должен притягиваться. Так можно проверить на совместимость с индукционным нагревом ту посуду, утварь, которая уже есть у вас дома. А если новую покупаете, то всегда эта совместимость обозначается, есть специальная пиктограмма, которая это подтверждает. Никаких проблем с приобретением такой посуды или с какой-то ее особой, дороговизной нет. Так вот, вихревые токи разогревают именно сразу дно посуды, а не стеклокерамику, на которой ваша кастрюля стоит. И уже внутри посуды разогревается ее содержимое. Поэтому процесс быстрее, теплопотери меньше, энергоэффективность выше. Если брать цифры, КПД индукции до 95%, тогда как остальных электроплит, в зависимости от типа нагрева, 65-75. Да просто вспомним нашу закипевшую в начале видео за несколько минут воду. Такой же объем на стеклокерамике с классическими Highlight-нагревателями на максимальной мощности будет закипать раза в 1,5 дольше, как я уже говорил. Сразу отвечаю на популярный вопрос. Нет, это не инверторная индукционная варочная поверхность. За эту стоимость это, конечно, базовый вариант с классическим импульсным индукционным нагревом. В этом случае нагрев работает дискретно, включение-выключение с постоянной мощностью. И чем выше выбранный уровень нагрева, здесь на панели управления для той или иной зоны, тем чаще нагрев включается, меньше паузы. И есть мнение, что если готовить на низких мощностях, то нагрев неравномерный, и звук работы поверхности, реле напряжения, будет уж слишком, навязчивым. А у инверторных моделей, как раз за счет самого инвертора, преобразователя тока, благодаря тому, что используется ток высокой частоты, как раз и ощутимых температурных колебаний нет, и по шуму, ничего не раздражает. В общем-то, это правда. И выхода два. Либо тратить больше денег, инверторные модели дороже, как минимум раза в 2, если сравнивать с нашей ценой этой модели. Или же просто немного привыкнуть к классике и хорошо сэкономить.
Вот смотрите, простой тест с шоколадом. Топим его на втором уровне мощности на этой недорогой индукционной варочной поверхности. Как видите, если немного привыкнуть, то нет ничего сложного, а результат вполне окей. Напишите в комментариях, что бы вы взяли. Ну вот инвертор или не инвертор, в смысле индукции. По уровню мощности. Тут у варочной поверхности Yoshiro их 9. Это опять же классическое значение, которого хватает для разных кулинарных процессов. От нежных, вот как мы с шоколадом делали, до более интенсивных. Опять же вспомним быстрое кипячение воды или когда нужно обжарить что-то на высоких температурах, типа стейка или вок-блюдо какое-то готовится, кухня Юго-Восточной Азии. Напишите в комментариях, кстати, какой уровень мощности для чего используете, если у вас на кухне индукция. Ну и само управление. Удобный слайдер, выбрал нужную зону нагрева и далее без проблем, опять же, нужную мощность. И круто, что для каждой зоны есть таймер с отключением нагрева. Установил нужное время работы и знаешь, что нагрев сразу прекратится. Это, кстати, еще один плюс индукции. Нагрев реально прекращается сразу, потому что прекращает, правильно, разогреваться дно посуды. А стеклокерамика не такая горячая, она же вторично от посуды нагревается. И вот поэтому можно быть спокойным, что когда нагрев отключится, содержимое кастрюли действительно перестанет нагреваться, готовиться. А это важно для многих рецептов, не передержать. Да, 4 зоны нагрева, и, как видите, здесь одинаковый у них у всех диаметр. Это вполне логично для индукции, потому что, все равно же нагревается дно посуды именно того диаметра, который у данной кастрюли или сковороды. Да, по минимальному диаметру есть ограничения, но, например, турка с кофе вполне нагреется. Вот смотрите, мы легко тут приготовили кофе. Посуду с меньшим диаметром дна, согласитесь, мы используем крайне редко. Да и что это вообще может быть? Не знаю. При этом мощность у зон нагрева немного разнится. Две дальние от 1500 до 2000 Вт, а те, что ближе ко мне, к пользователю, 1800-2000 Вт. Ну и есть функция Boost, это когда на одну из зон нагрева, любую из 4 здесь, можно подать дополнительную мощность, еще взяв ее взаймы, что ли, у другой зоны. И тогда определенные процессы кулинарные еще быстрее будут и эффективнее. Но тоже закипание очень быстрое воды, может быть молока или глубокая такая прожарка продуктов. Что еще я не сказал? Да, есть еще блокировка панели управления, но это уже на всякий случай, чтобы настройки не сбил никто дети любопытные, да или вы сами случайно. Всякое бывает, не заметишь, а нажмешь. Так вот, не нажмешь, потому что можно панель заблокировать, и включить не получится у ребенка без вашего контроля. Хотя, в случае с индукцией, даже если включит, это гораздо безопаснее, чем с другими электрическими поверхностями. Ведь пока на ней нет посуды, ничего и не произойдет, не будет нагрева. Через пару минут панель просто снова выключится. И есть защита от перегрева, в процессе работы, конечно. И еще важный момент – сама стеклокерамика. Тут лист толщиной 4 мм. Это хорошее значение для реально длительного срока службы, для такой невысокой цены самой варочной поверхности. И еще обращу внимание на металлические рамки слева и справа. Это алюминий, смотрится интересно и дорого. Плюс защита, надежно защищена здесь и столешница, и сама стеклокерамика от сколов и повреждений в таких, знаете, самых уязвимых местах по бокам, где обычно, происходит активное движение. Кастрюля какая-то, утварь, всегда же где-то тут стоит, когда не на самой поверхности. А отсутствие рамки спереди и сзади – это, такое вполне продуманное решение для удобства монтажа. Оно позволяет установить поверхность идеально со столешницей без лишних зазоров. Что скажете, кстати, о том, как она смотрится? И важно, что есть с такой же функциональностью, но без рамок металлических индукционная модель у Yoshiro. Потому что кому как по установке и по дизайну, тут вариативность. Теперь, думаю, все рассказал об этой индукционной варочной поверхности Yoshiro и точно могу сказать, что тостер ее рекомендует. Потому что, да, это базовая индукция, но со всей реально необходимой функциональностью. И за эти деньги это реальный топ. Из минусов, разве что отсутствие такой объединяемой зоны, чтобы готовить, например, в какой-то
такой объемной посуде определенной формы, типа гусятницы. Ну, ждем от Яшира еще и такой модели, и тоже по адекватной цене. Интересно, смогут? А так, тут и 9 уровней мощности, функция усиления мощности выбранной зоны нагрева, Boost. Таймер для каждой зоны нагрева. Не включится без посуды она. Ну, это для любой индукции актуально, да. И проверили мы ее в разных режимах. И не скажу, что отсутствие инвертора как-то влияет на качество работы и, в частности, выполнение ей сложных кулинарных задач типа аккуратного такого таяния шоколада. И качество стеклокерамики самой тут хорошее. В общем, повторюсь, за свою стоимость это реальный топ. Тостер рекомендует. А вы что думаете? Пишите в комментариях, делитесь вообще опытом своим с разными варочными поверхностями. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь YouTube, ВК-видео, Рутюб, Дзен, Телеграм, Одноклассники, где удобно. И сайт Toster.ru, конечно. Везде много интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!